британский грузовой пароход Тистлегерм. Был построен J.L. Thompson & Sons на северо-востоке Англии в графстве Дарем. Спущен в 1940 году. Его зарегистрированная длина составляла 126 метров, а ширина 17. Построен для Albion Line, которая зарегистрировала его в Сандерленде. Его позывной беспроводной телеграфии был JLVQ. Министерство военного транспорта частично финансировало Тистлегерм. Это было торговое судно с оборонительным оборудованием ДЭМС с установленным на корме 120-м пулеметом и крупнокалиберным пулеметом для зенитного прикрытия. За свою карьеру он совершил 3 успешных рейса. Первый был в США для сбора стальных рельсов и деталей самолетов, второй в Аргентину для зерна, а третий для Вест-Индии для рома. Перед своим 4-м и последним рейсом он прошел ремонт в Глазго. Пароход вышел из Глазго в свой последний рейс 2 июня 1941 года, направляясь в Египет. Груз включал в себя грузовики Бэдфорд, бронеавтомобили Universal Carrier, мотоциклы Norton 16H и БА, пушки Брен, ящики с боеприпасами и винтовки, а также радиооборудование, ботинки Веллингтон, детали самолетов, железнодорожные вагоны и 2 паровоза класса Лэмс Стэнли. Эти паровозы и связанные с ними угольные и водные тендеры перевозились в качестве палубных грузов, предназначенных для египетских национальных железных дорог. Остальной груз предназначался для союзных войск в Египте. В то время, когда судно Тистлегерм отплыло из Глазго в июне, это были силы Западной пустыни, которые в сентябре 1941 года стали частью недавно сформированной 8-й армии. Экипаж парохода под командованием капитана Уильяма Эллиса был дополнен для управления пулеметом и зенитным орудием. Из-за активности немецких и итальянских военно-морских и военно-воздушных сил в Средиземном море Тистлегерм плыл в составе конвоя через Кейптаун в Южной Африке, где он укрылся, прежде чем отправиться на север вдоль восточного побережья Африки и в Красное море. Покинув Кейптаун, к конвою присоединился легкий крейсер «Хэмс Карлайл». Из-за столкновения в Суэцком канале конвой не смог пройти через канал, чтобы достичь порта Александрия, и вместо этого пришвартовался в Сейф-эн-Кааджеф. В сентябре 1941 года, где он оставался на якоре до своего затопления 6 октября 1941 года. «Хэмс Карлайл» пришвартовался на той же якорной стоянке. В сентябре 1941 года в Египте произошло большое наращивание союзных войск, и немецкая разведка подозревала, что в этом районе находился военный транспорт, доставляющий дополнительные войска. 2 самолета Хайнкел Хи-111 и Кампфджишвадер-26 были отправлены с Крита, чтобы найти и уничтожить авианосец. Этот поиск не удался, но один из бомбардировщиков обнаружил суда, пришвартованные в Сейф-эн-Кааджеф. Нацелившись на самый большой из них, они сбросили на судно Тистлегерм 2 фугасных бомбы по 2,5 тонны. Обе попали в трюм под номером 4 у кормы судна в 1 час 30 минут 6 октября. Бомба и взрыв части боеприпасов, хранящихся в трюме 4, привели к затоплению судна с потерей 4 матросов и 5 артиллеристов ДЭМС. Оставшихся в живых подобрал «Хэмс Карлайл». Капитан Эллис был награжден орденом Британской империи за свои действия после взрыва, а член экипажа Ангус Макли был награжден медалью Джорджа и военной медалью Ллойда за храбрость на море за спасение другого члена экипажа. Большая часть груза осталась внутри парохода, за исключением паровозов с палубного груза, которые были унесены волнами по обе стороны от обломков. В начале 1950-х Жак Кусто обнаружил его, воспользовавшись информацией от местных рыбаков. Он поднял с места крушения несколько предметов, в том числе мотоцикл, капитанский сейф и корабельный колокол. В февральском выпуске National Geographic
За 1956 год хорошо виден корабельный колокол на месте и водолазы Кусто в комнате с корабельным фонарем. Кусто задокументировал погружение на затонувший корабль в части своей книги «Живое море». После визита Кусто об этом месте забыли, кроме местных рыбаков. В начале 1990-х годов Шарм-эль-Шейх начал развиваться как курорт для дайвинга. Рекреационный дайвинг на Тистлегарм возобновился после посещения дайв-бота Пулстер с использованием информации от капитана другого израильского рыболовного судна. Мощный взрыв, потопивший его, снес большую часть надстройки средней части парохода, что делает обломки очень доступными для дайверов. Глубина около 30 метров в самом глубоком месте идеально подходит для дайвинга без необходимости в специальном оборудовании и обучении. Затонувший пароход привлекает множество дайверов количеством груза, который можно увидеть и исследовать. Ботинки и мотоциклы видны в трюме номер 1. Грузовики, мотоциклы, резиновые сапоги, винтовки, крылья Вестланд Лайсенда. Около 20 выхлопных колец радиального двигателя Bristol Mercury и несколько цилиндров и хвостовые оперения бомбардировщика Bristol Blenheim видны в трюме номер 2. Бронеавтомобили Universal Carrier, тележки-аккумуляторы РФ и 2 Pandit Lights тоже можно найти. С левой стороны от места крушения, на уровне места взрыва, можно найти один из паровозов, который хранился в качестве палубного груза, а другой локомотив находится за пределами правого борта на уровне трюма номер 2. В 2007 году The Times назвала Тистлегарм одним из 10 лучших мест для дайвинга в мире. Обломки быстро разрушаются из-за естественной ржавчины. Дайверские лодки, средства к существованию которых зависят от обломков, также разрывают обломки на части, пришвартовывая лодки к слабым частям обломков, что приводит к обрушению частей обломков. По этой причине в декабре 2007 года Неправительственная ассоциация защиты и охраны окружающей среды Хургады, ХЭПКА, установила 32 швартовных буя вокруг места крушения и просверлила отверстия в корпусе для выхода захваченного воздуха. Во время этих работ судно было закрыто для любительского дайвинга. Однако к 2009 году ни одного из этих причалов не осталось, так как сами блоки были слишком легкими. Их тащили пришвартованные корабли, а канаты, соединяющие причалы с затонувшим кораблем, были слишком длинными, то есть из-за сильных течений в этом районе люди не могли перейти от причала к самому затонувшему объекту. Все лодки теперь снова швартуются прямо к месту крушения.